Друзья, в этом видео поговорим о запрещенных предметах на кухне, список и анализ запретов. Так, чтобы ваша кухня была уютной и в ней было приятно находиться, исключите из нее следующие вещи. Если вы ощущаете дискомфорт, находясь на своей кухне, иногда даже в кухне с новым ремонтом и современной техникой становится неуютно, а сама кухня выглядит достаточно банально и некрасиво. Если вы за своей кухней замечаете то же самое, взгляните на нее по-другому. Возможно, в помещении есть те предметы быта и интерьера, которые создают такую атмосферу. Итак, вещи, друзья, которых на кухне не быть не должно. И первое – это предметы, на которых изображены продукты питания, фрукты и овощи. Все должно быть в меру. Кухня является местом, на котором готовят и употребляют пищу. И лишний раз делать на этом акцент с помощью предметов быта не нужно. Однако есть и некоторые исключения из данной рекомендации, если речь идет о продуманном дизайне кухни. Ну, например, когда на плитке или на поверхности стола изображены какие-то фрукты. В таком случае подобные предметы быта будут дополнять только общую картину. Следующее, друзья, что нельзя, это разная посуда. Не стоит использовать много разной посуды с разных наборов. Это и смотрится не очень красиво, но и незачем в принципе. Лучше купить один хороший набор посуды и столовые предметы с нужным количеством приборов и тарелок и пользоваться ими. Если вам трудно определиться с тем, какую посуду вы хотите видеть на своей кухне, выбирайте наборы нейтральных цветов, которые не будут бросаться в глаза. Ну, например, это может быть серый, бежевый, светло-голубой, черный или белый. Друзья, что далее нельзя, это жестяные банки, упаковки с крупами на рабочей поверхности в кухне. Когда вся кухня и ее поверхности заставлены жестяными банками, упаковками с крупами, солью, складывается впечатление, что находишься на каком-то пищевом складе. Поверхности на кухне в принципе должны быть освобождены от баночек, упаковок. Только в таком случае на кухне всегда будет визуально чисто и просторно. Далее, друзья, что нельзя, это бытовая химия. Согласитесь, бытовой химии не место на раковине в кухне и на любой другой поверхности в этой комнате. Моющие и чистящие средства лучше хранить в ванной комнате или как минимум в закрытом ящике. Далее, друзья, что нельзя, это скатерти из клеенчатого материала. Такие скатерти, конечно же, гораздо практичнее всех остальных, так как на них не страшно пролить чай, уронить еду, однако смотрятся они не всегда уместно, в особенности, если у вас красивая и дорогая кухня. Постарайтесь найти замену такой скатерти, например, заменив ее скатертью из какой-либо недорогой ткани. Далее, друзья, что нельзя, это пакеты. Пожалуй, у большинства людей есть привычка экономить и собирать у себя дома на кухне пакеты. Это касается и больших пакетов, и пакетиков маечек. Если вы относитесь к числу таких людей, постарайтесь убрать все эти пакетики в невидимое другим людям место, поскольку разбросанные по кухне пакеты не делают ее уютной и красивой. Друзья, далее у нас тряпочки. Конечно же, на кухне должна быть тряпка, полотенце и салфетка, которой можно было протереть бы стол или любую другую поверхность. Однако, не стоит использовать тряпки из подручных вещей, например, старые футболки, майки. Покупайте для кухни специальные салфетки из микрофибры или же вискозы. Они идеально подходят для вышеописанных задач. Далее, что, друзья, не должно быть на кухне, это кулинарные журналы, книги и выписки из газет. Само собой, на кухне может быть полезна литература, особенно если она касается кулинарии. Однако не в том случае, если она лежит там с вашего детства и не используется. Если выбросить такие вещи вам жалко, упакуйте их и спрячьте в кладовку. Друзья, следующее, что не должно быть на кухне, так это пустые бутылки, банки от консервации. В хозяйстве, конечно же, может пригодиться и бутылка, и банка, однако стоять ей на кухне и ждать, пока она понадобится, вовсе не нужно. Старайтесь не захламлять пространство кухни подобными вещами. Относите их в кладовку, погреб, сарай. В общем, выносите, главное, чтобы не было на кухне. Таким места на кухне будет больше, и сама кухня будет выглядеть красивее. Ну и, конечно, что нельзя держать на кухне, друзья, это банки с закрутками и консервацией. Такие продукты питания должны стоять в специально отведенном для этого месте. Например, это может быть холодильник, погреб, подвал, но никак не под ногами, на полочках, кухонном столе или кухне.
Старайтесь максимально, друзья, освобождать кухню от ненужных вещей. Убирать приборы, которыми вы не пользуетесь, все вещи раскладывать по своим местам. И, конечно же, поддерживать чистоту. В таком случае вам всегда будет приятно находиться на своей кухне, потому что у вас на кухне будет порядок, чистота. Вот теперь, друзья, вы знаете, какие предметы запрещены иметь, держать на кухне. Друзья, какие вы предметы не держите на кухне или вещи? Поделитесь в комментариях под этим видео. На с вами был канал Друзья Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, но также пишите ваши вопросы и комментарии. Мы, друзья, прощаемся и услышимся в следующих эфирах. Пока-пока!